Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Таро прогноз на декаду, на 10 дней, с 10 по 20 июля. Давайте узнаем, что произойдет, что уйдет, а что придет взамен. Какие неожиданности. И мы достанем на второй колоде 78 дверей. Я ее специально приготовила как 3 карты, 3 знака судьбы. К чему, может быть, нужно приготовиться или рассматривать те вопросы, которые потребуют от вас определенного внимания или не упустить чего-то. Давайте с вами узнаем. И если мы сказали, что прояснится, вот давайте сделаем первую карту именно той, которая нам раскроет, что же у вас будет проясняться. А я вас хочу пригласить на свой сайт, прочитать астрологический прогноз, именно астрологический. Сверьте ваши планы с расписанием звезд. Я подробно на этом не останавливаюсь. И оставлю только ссылку в описании под видео. Итак, так что же прояснится у вас? Какой вопрос? Первая карта. Неожиданности такое может быть. Нужно быть к этому готовым, потому что у нас Уран, так это уже с каждым днем второй декады все более укрепляется в знаке зодиака Близнецы. А это всегда какие-то инновации. Так что же уйдет? А что придет взамен? Давайте будем узнавать. И на колоде 78 дверей, это метафорические карты. Вот как 3 события, или 3 новости, или 3 знака судьбы, да. Именно какой-то момент, или может быть просто подсказка, может быть и ваши мысли, или может быть информация. Сложно сказать, что это может стать подсказкой. Первый знак судьбы, второй, чему придется уделять внимание, и третий. И еще раз на колоде, колода ведьмочек, мы достанем карту совет. Откроем в самом конце. Давайте будем узнавать. Что же у вас там проясняется? О, шикарная карта по части личной жизни, по части любви, по части вашего дома. Ну, вопросы недвижимости, вопросы, безусловно, финансов. И у кого-то здесь будет финансовая отчетность. Почему нет? По десятке пентаклей такое может быть. Или вопросы с вашими домочадцами связаны. Или вы собираетесь осуществить сделку, продать и купить недвижимость в другом месте, в другой местности. Может быть, это еще вопросы, которые связаны с родственниками. Поэтому что прояснится? Все то, что касается вашей личной жизни и одновременно любви. Может быть, для кого-то из вас работа на дому. Но, наверное, июль месяц. Вы и правда по части вашего благополучия можете сделать для себя какой-то очень хороший, либо квантовый скачок. Я об этом не боюсь говорить, потому что Уран может создать для вас какой-то, ну, как, пусть это даже выглядит поначалу как метаморфоза или неожиданность, но для вас это может быть возможность. Я это не исключаю, все же мы все разные. И не упустите тогда, мои дорогие, эту возможность, потому что определенная игра стоит свеч. Но по десятке пентаклей ведь это и эмпатия, и гармония, как и в нашей собственной душе. Больше порядка, вот, наверное, в первую очередь. Но и через отношения тоже. Может быть, кто-то будет продумывать, как дополнительный доход, кстати. И тогда десятка все же это по максимуму, да, мы, если рассматриваем финансовые вопросы. Может быть, обстоятельства требуют того, чтобы вы продумали как вторичный доход. Или, может быть, вы что-то прежде изучали и теперь уже готовы приступить к новому направлению. И тоже надеетесь получить определенный доход. Вот здесь уже для вас всем добрым начинанием, мои дорогие овны, зеленый свет. Или пусть для вас была даже какая-то патовая финансовая история, но, по крайней мере, здесь мы можем рассчитывать, кстати, и на помощь ближнего. Или пусть это даже не родственники, а близкие друзья, которые вхожи в ваш дом. Те, которые вас знают, но вы не один, вы не одна, мои дорогие овны. Потому что у каждого все же своя стезя судьбоносная, и каждый может находиться в каких-то своих условиях. Я могу предположить и ограничивающие или вынужденные какие-то условия. И не все вот от вашего желания будет зависеть.
Но как бы вам на первый взгляд что-то ни казалось, может быть сложно или нерешаемо, а тем не менее решить вы что-то сможете. Порядка в жизни это точно, что прояснится. Основные, наверное, вопросы, которые касаются как и финансов, как и места проживания, так и ваших близких или каких-то контактов. Таких контактов, которые, к узкому кругу общения относятся. Неожиданности. Какие неожиданности? Вы можете столкнуться вот с таким харизматичным лидером, король жезлов, да, вот обратите внимание. Интересно изобразил художник на этой колоде, как будто наш харизматичный лидер что-то показывает на карте. Кому? Коту, мои дорогие. Конечно, карта сама по себе замечательная, по части харизматики, планов. Но это может быть человек, который, да, вдохновлять он способен, но делать за вас он ничего не будет. Вы можете контактировать с тем лицом, и он вам может, например, с тем лицом, с которым вы хотите, вот у вас есть какая-то задача, и вы ищете варианты. Может быть, с одним переговорили, с другим человеком, да, условно собираете информацию, вы хотите с чем-то разобраться. Или вы, вот даже банально, десятка пентаклей, вы хотите переехать, и вы узнаете, что меня там ждет в этой местности, что у меня там будет по работе. Или вы собрались в одно куда-то место отправляться, а вот здесь, по королю жезлов, вы что-то можете переиграть и передумать. Потому что есть та персона, которая может для вас некоторым образом как открыть глаза на мир, на действительность. Или вам дать больше информации, как обстоят дела. Нам не говорят, карта, что ты должен буквально от этого оттолкнуться. Но вот изучить, мои дорогие, альтернативный вариант. Потому что по королю жезлов именно мы изучаем тот вариант, который мы могли прежде не видеть. Или нам это казалось из области фантастики. Мы могли прежде говорить, подумаешь, ерунда какая-то. Вот в неожиданностях, тем более, эта карта может для вас означать, как и самого человека, который внезапно появляется по разным причинам в вашей жизни. Жезлы, конечно, это у нас больше дела, работа, бизнес, наши достижения, заработки. То есть, все равно это где-то деловая сфера или то, что мы хотим осуществить. Но если переезд, так это тоже с делами, с документами связано. Я для примера просто это привела. А для кого-то ведь это вопрос может быть работы, когда вам могут предложить. Или вы сами найдете. Допустим, работа по вашей специальности или пусть даже не специальности. Но вы, в принципе, представляете, чем вам доведется заниматься. Но это в какой-то другой плоскости. Так вы прежде не работали. Все же по королю жезлов мы отходим от какого-то шаблона, мои дорогие. Потому что этого требует реальность. И у вас это в неожиданностях. Поэтому будьте готовы корректировать планы. Будьте готовы контактировать с разного рода людьми. Или будьте готовы пересмотреть свой какой-то шаблон. Уран. Он ломает все стереотипы и шаблоны. И здесь для нас как какая-то новая стезя, новое направление. Или новая общность людей. Вот это я могу тоже предположить. Может быть, это как и известие от человека, который отчасти, как у руля находится. Или, будем говорить, какой-то важный чиновник. Иногда по королю жезлов это проигрывается. А может быть, это банально. Руководитель. И вы не собирались ни на какую работу переходить, вы ничего не собирались менять. Освободится какое-то место, а вакансию предложат вам. Вот перекладывайте, тут нужно рассматривать и принимать все варианты, все контакты и постепенно делать выводы, постепенно. Может быть, находя и еще какую-то дополнительную информацию. Что уйдет? Как будто по тузу мечей выход из лабиринта вы уже видите. И путаница какая-то уйдет. Или может быть, это был тот лабиринт, когда мы пытались опробовать себя в одном деле, в другом. Этого искали, может быть, как способы заработка или как решить какой-то вопрос, выйти из затруднительной ситуации. Вот сама по себе затруднительная ситуация, она близится к концу. По сути дела, эти карты все могут быть взаимосвязаны. И вот я подробно описывала эту персону, да. Тут есть что-то полезное, что-то важное, может быть, и информация. Почему нужно быть не вот таким вот безапелляционным. Вот нет, вот на это соглашусь, а на это нет. Нас жизнь заставляет, мои дорогие овны, быть гибче. И вот, как ни странно, именно гибкость, мудрость,
нам помогает не упустить какую-то возможность, когда уже какая-то путаница или абракадабра, извините, в вашей жизни завершится. И это того стоит. А что придет взамен? Ну вот, наверное, вы с чем-то как будто определяетесь. По тузу мечей мы всегда, ну, может быть, это просто даже новость какая-то в средствах массовой информации. И это как, знаете, толчок, побудительный мотив к действию. Или когда вы долгое время что-то ждали, а тут вы понимаете даже, да, мне никто не придет на помощь. И именно теперь наиболее удачный временной фарватер для того, чтобы мне что-то начать. Или, может быть, куда-то отправиться. Я такое тоже допускаю. И вы тут быстро будете что-то просчитывать. Кстати, туз мечей ни разу не о горячности. Тут вот этот огонь, как по королю жезлов, он в нашей душе. Ведь это где-то ваша энергия. Но это просто сила желания, мои дорогие. Не более того. А голова-то у вас будет абсолютно холодная. И это великое благо. Потому что если путаница заканчивается, мы говорим, вы выходите из лабиринта. Ну хорошо, вышли из лабиринта, а дальше куда? А вот дальше по восьмерке жезлов это вообще трансформация и быстрая смена событий. И это придет взамен. Мы не можем отложить что-то на потом по этой карте. И даже если мы слышим новость какую-то, ну, наверное, наш мозг должен переработать, или мы должны как-то откликнуться, по крайней мере, точно, не отказаться. Может быть, вам и придется где-то идти на компромисс, или кому-то резко, вас ведь может, я такое допускаю, даже обескураживать какая-то новость, ставить словно в тупик или на паузу. Мы на какое-то время можем замереть от услышанного. Я допускаю такое. Но, значит, вы быстро восстанавливаетесь и требуют, тем не менее, перепроверки или переуточнения некоторых деталей. То, что вы будете слышать, или то, что вам будет предложено, или пусть это даже будет ваше собственное решение. Поэтому, если где-то вы уже словно задумали что-то свое, одно, а в этот момент вы слышите какую-то дополнительную информацию или приходит какое-то предложение, все равно, тем не менее, не отказывайтесь, потому что я уже решил что-то другое. Скажите, я подумаю. Вот возьмите себе какой-то, ну, как запасной аэродром, возможность отступить полшага назад и взять время на размышления. Но не думайте слишком долго, потому что по восьмерке жезлов, с одной стороны, это вы набираете темп постепенно, к примеру, выходя из какого-то застоя. Но это не просто, если мы были вот в этом лабиринте, темп мы, прежде чем выйдем из лабиринта, ну никак не наберем, иначе будем опять в какие-то стены упираться, согласитесь. То есть все равно предшествует какая-то четкость, ясность, детализация. Вот это будет для вас важно. Потому что потом уже как будто, ну, останется только мелкие планы корректировать. Восьмерка жезлов – это сама по себе активность, это скорость, это действие. А у кого-то, слышу новости, нужно будет буквально быстро собраться, подпоясаться и куда-то ехать. Я такое допускаю. Хорошо, у нас 3 карты, 78 дверей колода. Знаки судьбы. Давайте. Первый знак судьбы – любовь. Очень символично, потому что нам десятка пентаклей уже все об этом сказала. И где-то это взаимодействие, безусловно, это искреннее доверительное отношение. В этой колоде, кстати, принципиальное значение имеют двери. Открытые, закрытые, каков ключ. Вот нам двое показано, обратите внимание. Обмен подарками происходит, это не игра в одни ворота. Имеется в виду действительно искренние отношения, которые не напоминают футбол в одни ворота, опять же. А когда через доверие, через, может быть, сострадание, взаимопонимание, вы вместе будете заниматься каким-то делом. Кстати, я могу предположить семейный бизнес у кого-то. Может быть, первые шаги. Но явно все самое надежное, оно как будто рядом с вами, мои дорогие овны. И этому стоит уделить внимание. Это как знак судьбы. Есть словно и история какая-то любви, или история дружбы. Пусть даже не любовь, может быть и дружба, которой еще предстоит пройти какие-то этапы. И потом тогда вот с учетом десятки пентаклей, это может быть что-то восхитительное, как союз двух очень
по-доброму относящихся друг к другу людей. И главное, вы чувствуете и надежность, и безопасность в этом союзе. Чего-то не упустите, это вам как знак судьбы. Второй знак судьбы давайте откроем. Ну вот я говорила по королю жезлов, что да, не жди. Вот он коту объясняет, тут что-то демонстрирует. Он есть тот человек, который может вас словно зажигать какой-то идеей или давать вам какую-то тему на подумать, но действовать придется самому. И карта пятерка мечей очень, нам говорят, красноречиво. Если принципиальное значение двери, дверь закрыта. И в значении карты нам повторяют, что когда-то и девушка пришла к этой двери в надежде, что дверь откроется. Она так аккуратно присела на ступеньку, но дверь так и не открылась и успела зарасти плющом. Да и девушка уже успела состариться. Не жди того, кто не придет, или не очень-то доверяй обещаниям, мои дорогие овны. С другой стороны, и сам, если ты видишь, что каждый раз упираешься словно в какую-то стену, кто знает, может быть, эта судьба вас пытается отвести от какого-то намерения. Не стоит брать реванш, это точно. Потому что мы ведь не знаем, мы только люди. Вот мы, бывает, настойчиво так раз пробуем какое-то дело осуществить, второй раз, а дверь вот эта самая, она закрыта, ну так, аллегорически даже говоря. И мы негодуем, мы думаем, мне не везет. И редко, когда мы думаем, а может мне туда не надо. Вот, кстати, подумайте. Это тоже как знак судьбы. Если какая-то дверь закрыта, не стоит брать ее реваншем или штурмом. Скорее всего, есть какой-то другой вариант, обходной. Но информацией располагать определенно стоит. Третий знак судьбы. Наблюдайте, анализируйте. За вами могут наблюдать вверху. Выход из лабиринта. То есть вы можете как будто искать информацию или наблюдать за конкретным человеком. Вам нужно определиться явно по какому-то вопросу. По сути дела, паж мечей для чего наблюдает? Он свою какую-то проблему либо пытается решить, либо добраться до нужной информации. Вот как, к примеру, разобраться, что же может быть, нам карта не говорит, но если мы можем предположить, и есть контакты вот с тем человеком, который богато одет и выходит из своего дорогого дома, ну, может быть, он что-то пообещал, может быть, это какой-то чиновник, к примеру, даже, да, или какое-то лицо, которое вас к чему-то призывает, мои дорогие. И вот, наверное, вот это наблюдение вам поможет отчасти или поиск нужной информации. Ведь по пажу мечей мы меняем направление, правда? А вверху выход из лабиринта. Значит, мы сколько раз уперлись в эту стену, прежде чем мы нашли этот выход. С одной стороны, не надо повторять прежние какие-то ошибки, делать правильные выводы, наблюдать за тем, что происходит вокруг вас, перепроверять информацию, словом, держать руку на пульсе. Можете быть и вы, мои дорогие овны, будьте внимательны все-таки с учетом пажа мечей. Ведь это вы можете быть, как вот этот импозантный мужчина, который выходит из своего дорогого дома. Есть, значит, и те люди, которые за вами наблюдают. Может быть, это им интересна ваша жизнь, поэтому о себе много не рассказывать или не брать на себя какую-то ненужную ответственность. Будьте внимательны в целом ко всему, что происходит вокруг вас. Ведь здесь вокруг вас. Человек выходит, он ведь не видит, что кто-то стоит за углом. Он видит вот горизонт, который перед глазами. А здесь, видимо, карта вам дает совет. Оглядывайся по сторонам, Овен. Смотри себе и под ноги, и что происходит вокруг тебя. Кто знает, может быть, и через это тоже придут какие-то подсказки. И не бойся, и изменить направление, или не бойся, может быть, если ты сочтешь это правильным, закрыть эту дверь и вернуться, может быть, и так. Или наоборот, быстро закрыв свой дом, куда-то отправиться. Нам ведь карта не говорит, но есть какие-то обстоятельства, есть опять же люди, кому вы можете быть тоже интересны. А кто знает, у кого-то вопросы, все же у нас мечи, и может быть у кого-то вопросы в суде, я такое могу предположить. Тогда вам нужно обзавестись
буквально каким-то надежным специалистом, который знает и законы, и как разрулить, может быть, вашу сложную историю, и не попасть в просак. Тогда вам все равно эта информация как будто необходима. Тогда, глядишь, и лабиринт какой-то закончится. Поэтому не будьте предвзяты, с одной стороны, и если вам судьба посылает какую-то новость или новостную, даже какую-то палитру, вы ее примеряете на себя, как это может проиграться для меня лично, в моем случае. То есть перекладывать внешние обстоятельства, где-то примеряя на стратегию, тактику собственной жизни и того, что происходит сейчас, и то, что вы намереваетесь сделать. В этом тоже могут быть подсказки и как знаки судьбы, мои дорогие. Ладно, давайте. Карта совет. Шестерка мечей. Вот все же я вижу либо поездки мелкие, может быть, перемещений самих по себе много, путешествия по инстанциям, какие-то согласования. А для кого-то, конечно, я могу предположить, что все же у нас отпуск, мы можем поехать, пусть даже недалеко, пусть даже и ненадолго, на несколько дней, ну, восстановить собственные силы, да и мысли привести в порядок. Но все же шестерка мечей нам больше говорит о том, что мы отплываем от того берега, когда там ничего на нем уже не растет. Или уже как будто в этой местности мы сделали все, что могли. Для кого-то из вас это будет означать изучение новых навыков, скиллов каких-то, может быть, языков, а у кого-то язык программирования. Потому что пространство, эфир, интернет. Вот будьте внимательны к этому, ко всему. Здесь может быть и изучение новых технологий, цифровых технологий. Понять, как это все работает. Уран, опять же, это вот как раз по части урана, да, все вот эти инновации. Будьте готовы к любым новостям, к любым поворотам событий, мои дорогие, которые потребуют, может быть, от вас действительно куда-то собраться и быстро поехать. И здесь вот эта дистанция, она у каждого будет своя. Восьмерка жезлов нам говорит, что может для вас, мои дорогие овны, сложиться такая ситуация, когда и время-то подумать будет не так много, а вот действовать придется, вот думая, да, или так вот соразмеряя холодной головой и в то же время употребляя активность, скорость, быструю реакцию. Это все у вас есть, мои дорогие, правда. Но тут это надо приложить или переложить на какие-то события, которые еще вдобавок, несмотря на этот огонь, требуют какого-то хладнокровия или решительности, потому что по шестерке мечей еще идет сама по себе решимость. Мы ведь должны с чем-то определиться, мы должны решиться, иными словами, отплыть от этого безжизненного берега. Поэтому вот карта совет. Не оставляй ничего на потом. Решай в момент поступления информации, более того, расширяй, дополняй, расширяй свои горизонты, расширяй свой кругозор буквально, потому что ты уже практически одной ногой в будущем. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые овны. Я благодарю вас за то, что вы смотрите мои видео. Подписывайтесь на мой канал. Благодарю вас за ваши комментарии. Оставайтесь со мной. И будьте счастливы, будьте любимы всегда.